Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Вообще-то я не специалист по этим гравицапам. Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Всем день добрый, говорит Пога. В этом ролике я расскажу вам, что же это вообще за штука такая Don't Starve. Суровые канадские ребята, которые явно любят творчество Тима Бёртона, в 2005 году решили сбиться в кучку и основать компанию то ли Clay, то ли Clay Entertainment. Начали они, значит, штамповать игрушки, вроде головоломки It's, которая шла на Винде, Mac и PSP, а также чисто ПК-шный файтинг Sugar Rush, который, к слову, не имеет никакого отношения к одноименным гоночкам в диснеевском Ральфе. Затем на очереди были две части скролл-шутера Shank, который помимо ПК шел на PS3 и коробке 360, и за ним канадцы выпустили стелс-экшен Метка Ниндзя. И вот в 2013 году в свет выходит Don't Starve, что по-нашенски означает «призыв не голодать». Жанр игрушки экшен-адвенчер с элементами сурвайвала и роуглайка. По сути, Don't Starve — это очередная выживалка в экстремальных условиях, где некий злодей по имени Максвелл одаряет главного героя, ученого-неудачника Уилсона, знаниями о конструкции непонятной машины, которая в итоге оказалась порталом в другой мир. В нем-то игроку и предстояло выживать. Игра стремительно набирала популярность благодаря отсутствию приевшейся всем попсовой тематики зомби, а также бёртоновской стилистике графики и оригинальному сюжету. Но время шло, и людям хотелось чего-то большего, чем очередное обновление с добавлением контента и головоломками. Народ начал требовать мультиплеер, который вдохнул бы в игру новую жизнь. Но не тут-то было. Канадцы наотрез отказывались от этой идеи, официально заявляя сначала об их принципиальной поддержке именно одиночной игры, а затем об отсутствии средств для подобных действий. Но позже средства все-таки нашлись, и в сети появилась запись о работе над Don't Starve Together, что навело немало шухера среди фанатов DS. Начались гадания игроков на кофейной гуще с попытками предсказать, а как же будет выглядеть то, а как будет работать это. В итоге, наконец, была запущена бета DST, которая на данный момент находится на стадии раннего доступа. Сегодня, то бишь 21 апреля 2015 года, в DST было официально добавлено доделанное обновление Reign of Giants. На данный момент для DST уже выпущена целая куча пользовательских модов, которые позволяют значительно расширять возможности игры, а то и вовсе переворачивать все с ног на голову. Так что если вам надоели стандартные режимы или персонажи, мастерская Steam в помощь. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание, не забудьте подписаться, всем удачи!